Знаете, обычно, когда я начинаю копать психологию ВОВ, мне пишут: «Монг, ты чё там куришь?» Так вот, сегодня я ничего не курил, я просто открыл учебник по психоанализу. Есть такой дядька, его зовут Карл Юнг, он придумал теорию архетипов. Если наложить ее на Азерот, то получается пугающая точная картина. Мы выбираем расу не ради обилок, мы добровольно выбираем маску, которая нужна нашей психике. Никто не представляет вам дуло к виску и не заставляет играть за орка или гнома. Вы делаете этот выбор сами и часто даже не понимая, почему. Конечно, кто-то сейчас скажет, что «Монг, да я взял тролля только ради берсерка и мне вообще плевать на внешку». Давайте честно, если бы расовая обилка тролля была у гнома, многие из вас все равно бы не смогли заставить себя играть за этого гнома. Просто потому что эстетика, вайб, ощущение себя в мире — это важнее цифр. Сегодня мы уберем игровые условности и копнем в реальную психологию. Я разбил расы Азерота на 5 глубинных архетипов, а в конце еще расскажу про свою историю, про свой опыт, за кого я играл. И да, мы поговорим обо всех, от харониров до мехагномов. Это будет длинный разбор, так что заваривайте чай, но прежде чем мы начнем копаться в наших масках, давайте поговорим о месте, где выбор кем быть не ограничен стандартами. Начнем с самой массовой группы — эльфы всех мастей и дринеи. Почему мы так любим играть за красивые расы? Психология тут строится на желании контроля. В реальном мире мы часто чувствуем себя уставшими, неидеальными, серыми, у нас бардак в квартире или завал на работе. Выбирая эльфа, игрок как бы компенсирует хаос реальности абсолютной симметрией и грацией. Психотип эльфов крови и эльфов бездны — это герой-эстет, вы перфекционист, вам важно, чтобы броня сидела идеально. Если текстура плаща проходит сквозь текстуру меча, вас это физически бесит. Психологически блад эльфов выбирают люди, которым важно социальное одобрение и статус. А вот эльфы бездны — это тот же перфекционизм, но с привкусом контролируемого хаоса. Вы как бы говорите: «У меня внутри тьма, я слушаю шепот, но я держу это в узде». Это часто выбор интровертов-интеллектуалов. Психотип ночнорожденных — аристократы. И это не про вино, как принято шутить, это про элитарность. Игроки за Найтборнов подсознательно хотят отделиться от толпы. Вы цените культуру, историю и ненавидите суету. Вы чувствуете себя намного выше остальных и не только из-за роста модельки. Психотип ночного эльфа — хранитель традиций. Это выбор консерваторов и романтиков. Вам не нужны технологии гоблинов или политика людей. Вам нужна гармония. Часто за них играют люди, которые в жизни ищут покоя, такого ухода в лес, чтобы вас никто не видел и не трогал. Психология дринеев и озаренных дринеев — мученик или спасатель. Дринеи — это ультимативное добро. Если вы играете за них, то у вас, возможно, есть комплекс мессии. Вы хотите быть тем самым хорошим парнем, который всех спасает и всех простит. Ну или вам просто нравятся космические формы и хвосты. Осуждать не будем, но у каждого свои фетиши. Харониры из Миднайта, хотя эта раса еще недоступна для игры, но если вы уже хотите поиграть за нее, то ваш психотип — это новатор. Выбрать то, чего еще нет — это признак человека, живущего будущим. Вы быстро устаете от старого контента, вам нужен постоянно новый дофамин. Вы трендсеттер, человек, который первым двигает новые тренды. Ну вот напишите в комментах, кто-то из вас точно сейчас уже ждет харонира, но сказать, чтобы все начали играть за харониров, нельзя, за них все равно будет играть очень маленький процент игроков поначалу. Вторая группа — это люди, которые хотят заземлиться. Орки, люди, дворфы, культиросцы и земельники. Они хотят заземлиться в мире, где все меняется, и вы хотите быть константой. Психотип орков и макхаров — это прямой действователь. Человек, играющий за орка, ненавидит ложь и двойные стандарты. Ваша психология сказал — сделал. Вы презираете интриги эльфов. Орк — это проекция маскулинности в хорошем смысле и честной грубой силы. Закзак — это не про тупость, это про отказ от лишнего. Дворфы, обычные дворфы, дворфы черного железа и земельники. Ваш психотип — надежный друг. Дворфов выбирают экстраверты, которые ценят простые радости: еду, компанию, стабильность. Если орк — это агрессивная сила, то дворф — это защитная сила. Вы фундамент любой группы. Земельники — это дворфы в квадрате. Вы настолько хотите стабильности, что буквально выбираете персонажа из живого камня. Вас невозможно сдвинуть с места, и с вашего мнения тоже. Психотип людей и культиросцев — это реалист или аватар. Вот у меня к вам вопрос. Зачем играть за человека в фэнтези? Тут есть две причины. Либо вы прагматик, то есть вы выбрали эту расу за расовые способности, за расовую способность на репутацию в частности, и вы видите эту игру как задачу. Либо вы хотите полного погружения, вы не хотите отыгрывать кого-то там.
Вы хотите поместить себя в этот мир, и раса человека — это самая честная проекция игрока, без фильтров. Культиросцы — это выбор для тех, кто хочет играть за человека, но не хочет выглядеть как модель из барбершопа. Вы хотите быть большим, мощным бати, который может одним ударом уложить быка. Так что респект таким. Переходим к следующей, на мой взгляд, самой интересной группе. Отрекшиеся воргины и драктиры. Это архетип тень по Юнгу. Вы выбираете монстра, чтобы справиться с чем-то внутри себя. Психотип отрекшихся, нежити. Циник-нигилист. Андедов выбирают люди с критическим мышлением. Вы видите мир без розовых очков. Вам нравится эстетика распада, потому что она честная. Вы, скорее всего, обладаете черным чувством юмора и не боитесь быть плохим парнем ради высшей цели. Я начинал когда-то свой путь с андеда, но об этом расскажу уже ближе к концу ролика. Воргины. Психотип двойственность. Это не просто фурия, хотя... Ладно, это тоже. Психологически воргин привлекает людей, которые чувствуют внутри себя скрытую агрессию, которую в обществе приходится подавлять. И в игре выпускаете зверя. Это ваша терапия. Психотип драктиров – поиск идентичности. Вы хотите быть особенным, уникальная механика, полет, но при этом чувствуете себя чужим. Драктиров выбирают люди, которые хотят выделиться любой ценой, быть главным героем в любой истории. Переходим к следующей группе – гномы, гоблины, вульперы и мехагномы. Это наша четвертая группа, можно ее назвать мелочью, и многие думают, что этот выбор был сделан просто так по фану. Нет, психология выбора этой мелкой расы – это гремучая смесь высокого интеллекта и комплекса Наполеона. Психотип гномов – интеллектуал-садист. С одной стороны, вы хотите доказать, что мозг важнее мышц. Вы считаете себя умнее этих тупых орков с топорами. Но с другой стороны, вы наслаждаетесь унижением. Вы знаете, что нет ничего обиднее для огромного таурена, чем быть убитым гномом с розовыми косичками. Вы используете свой интеллект, чтобы издеваться над врагом. Это комплекс Наполеона в чистом виде, вы компенсируете рост доминации. А вот психотип мехагномов – это безжалостная логика, это чистый трансгуманизм. Вы верите, что плоть слаба, механизм вечен, но это делает вас пугающим, у вас нет эмпатии. Вы не просто убиваете врага, вы его деактивируете. Человек, выбравший такую непопулярную расу, обладает самооценкой уровня бог. Ему плевать на вашу эстетику, ему важна эффективность. Посмотрите на этих механогномов, это вообще что, кошмар какой-то. Гоблины – психотип авантюрист, вы хаотичный гений. WoW для вас – это казино. Взрывы, сделки, риск. Если гном планирует убийство, то гоблин просто кидает динамит и смотрит, что будет. Вы любите создавать хаос и выходить из него с прибылью. Гоблинов выбирают самые адаптивные и хитрые игроки. Мои любимки – вульперы. Психотип у вульпера – это маньяк с плюшевым лицом или волк в овечьей шкуре. Да, внешность у вульпер такая вот мимимишная, а внутри сидит Ганнибал. Вы создаете ловушку. Враг думает: ой, какой милый лисенок, а через секунду этот лисенок перерезает ему сухожилие. Вы получаете извращенное удовольствие от этого диссонанса. Вы самые жестокие игроки, потому что прячете свою натуру за милой маской. Это скрытая доминация. И, наконец, наша пятая группа – таурены, пандарены и тролли. Те, кто уже все понял и никуда не спешит. Психотип тауренов и тауренов Крутогорья – миротворец. Тауренов выбирают самые эмоционально зрелые игроки. Вас невозможно вывести из себя. Вы капибары мира Warcraft. Большие, пушистые, надежные. В рейдах таурены часто самые спокойные орлы, которые не орут, а все спокойно вам объяснят. Я могу это подтвердить тоже, за 17 лет игры все было ровно так же. За тауренов всегда можно было положиться, таурены всегда были очень надежными союзниками, партнерами, добрыми такими большими парнями. Психотип пандаренов – гедонисты. Вы играете в WoW не ради цифр, а ради процесса. Вы, возможно, единственный человек в гильдии, который реально читает квесты, ловит рыбу и любуется закатами. Вы понимаете, что это игра, и получаете от нее искреннее удовольствие. Тролли Черного Копья и Зандалары. Психотип – расслабленный фаталист. У троллей Черного Копья свой вайб. Вы не паритесь даже из-за того, что у вас нет обуви. А вот Зандалара – это немного другое. Это тролль, который сходил в качалку и выпрямил спину. Вы хотите величия, но без гламура эльфов. Вы хотите такого дикого и древнего величия. Но, конечно, некоторые из вас сейчас напишут в комментах или уже написали, что монах, ну ты натянул сову на глобус, это же просто картинки, я просто так хочу играть. Я бы согласился, если бы не посмотрел на свою личную историю. Я проанализировал свой путь за 17 лет игры и понял, что мой мейн менялся ровно тогда, когда менялся и я сам.
Смотрите, когда я был совсем мелким, я начал за отрекшегося мага. Меня безумно тянуло к эстетике Варкрафта 3, к нежити. Я читал описание и понимал, что это про меня. Я был бунтарем. Тогда я бы в жизни никогда не сел за дворфа или ночного эльфа. Это было для меня слишком скучно. Мне нужен был мрак. Потом я подрос. Гормоны, переходный возраст, сами понимаете. Мне захотелось силы. Не магии, а грубой и честной силы. Я пересел на орка-воина. И проиграл на нем 4 года. И сейчас я понимаю, молодому организму хотелось крушить и ломать. Мне нужен был этот архетип скалы, чтобы утвердиться хотя бы в игре. И, кстати, вот на примере моей юности получаются самые честные выборы рас, потому что я тогда вообще ни о чем не задумывался, я смотрел такой: хочу играть вот за этого, и играл вот конкретно за этого персонажа. Меня не интересовали ни расовые обилки, ни какие-то штуки, вот просто визуально нравится, я играю за эту расу, и все. В более сознательном возрасте меня качнуло в другую сторону. Я стал эльфом крови паладином, тот самый психотип героя-эстета. И знаете что, в этот период жизни я реально был жутким перфекционистом. Я бесил окружающих своими требованиями, я хотел, чтобы все было идеально, как прическа моего эльфа. А потом вышла Пандария, и я уже успокоился. Я подрос опять же, пересел на Пандарена-монаха. Я перестал кому-то что-то доказывать, начал смотреть на мир иначе, через философию дзена. Это был мой самый гармоничный период. Да, в начальных роликах на канале как раз появляется Пандарен-монах как лицо канала. И вот мы здесь, сейчас я снова эльф, но уже начинорожденный. Я долго думал, что выбрал его просто потому, что на панде доспехи сидели криво, и это было не очень красиво. Но пока я писал этот сценарий, я понял, что дело-то далеко не в доспехах. Дело в том, что я снова изменился. Начинорожденный — это про мудрость, про опыт и про некую избирательность. Я больше не свой в доску панда, но и не пафосный бладельф. Так что да, раса — это не просто скин, это маркер вашего состояния. Так кто же вы сейчас? Вы все еще тот орк, который хочет крушить, или вы уже пандарен, который познал дзен? Напишите свою историю в комментариях, с кого вы начинали и кем стали сейчас. Уверен, если вы проследите эту цепочку, то узнаете о себе много нового. Подписывайтесь, здесь мы ищем в Варкрафте смысла, а не только лут. И с вами был Лунный Монах, играйте в удовольствие.